Стрельба на границе, масштабная переброска войск началась, потери военными позиций, открыт массированный огонь, новая война, еще один фронт. НАТО заявляет о вторжении России и максимальном приближении военного объекта РФ к авианосцу Франции в глубоком тылу Альянса, подавлении и обращении. О чем речь? Российские танки у границ Польши. Варшава заявляет о подготовке к войне такого масштаба, который пережили деды и прадеды. Заявление для Кремля о победе над Москвой. РФ едва не довела украинцев холодом до капитуляции. Подарок Трампа российской армии и дилемма для Кремля. Путин готов к финалу. Заявление. И кто считает, что Украина проигрывает? Какое новое послание Зеленского на фоне призывов сдаться? США и Иран разошлись без прорыва, но со значительным прогрессом. Результаты переговоров в Женеве. Как Уитков и Кушнер подадут Трампу итог? Будет ли удар? Противоречивые заявления. Жуткое столкновение военных внутри страны. На улицах Одессы открыт огонь. Срочное обращение России к ООН и масштабный взрыв в Германии. Сигнал тревоги. Территория оцеплена. Об этом и не только. Досмотрите. Друзья, всем привет. Это «Время Братко». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. И я начинаю. Полная боевая готовность. В НАТО заявили о вторжении России и отбитой атаке. Нарушено воздушное пространство Альянса. Громкое обвинение после инцидента у берегов Швеции. Российский дрон, не боевой, приблизился к французскому авианосцу «Шарль де Голль», который прибыл для стратегических учений. Об этом пишет мировая пресса. Шведские военные подтвердили, беспилотник был замечен во время патрулирования в проливе Эресун. Против него немедленно применили средства радиоэлектронного подавления. После этого контакт с дроном пропал. Что стало с БПЛА, неизвестно. Новых появлений не зафиксировано. Власти проверяют, было ли это прямым нарушением режима допуска. Напомню, «Шарль де Голль» – крупнейший в мире неамериканский атомный авианосец, флагман ВМС Франции. На борту около 2000 военных и до 30 боевых самолетов. В заявлении Министерства обороны Швеции говорится следующее, цитирую. Вероятно, имело место нарушение воздушного пространства Швеции беспилотником. Это произошло в то время, когда российский военный корабль находился в проливе Эресун. По всей видимости, существует тесная связь между российским военным кораблем и этим дроном. Двойная игра Орбана и Фица. Угрозы на словах. Словакия и Венгрия продолжают поставлять электроэнергию в Украину. Несмотря на громкие политические заявления, коммерческий импорт электроэнергии от Будапешта и Братиславы не остановился. По данным мониторинга Expro Electricity, с начала февраля 2026 года Украина уже получила 1 миллион мегаватт-час электроэнергии, из них 49% из Венгрии и 18% из Словакии. И главное, объемы в течение месяца остаются стабильными. Напомню, все происходит на фоне резких заявлений. Премьер Словакии Роберт Фица ранее говорил о прекращении аварийных поставок с 23 февраля. Венгрия, в свою очередь, допускала остановку экспорта электроэнергии и газа в Украину в случае проблем с транзитом российской нефти по трубопроводу «Дружба». Российские танки у польской границы. В Варшаве призвали быть готовыми к большой войне. Министр иностранных дел Польши Сикорский в программной речи перед Сеймом заявил, страна входит в период исторической турбулентности, где иллюзии стоят слишком дорого. Он подчеркнул, что Польша должна быть готова к войне такого масштаба, через который прошли деды и прадеды, потому что война в Украине – это не чужая драма, а прямая линия обороны самой Польши. По его логике, поражение Киева означало бы резкий рост угрозы для Варшавы и приближение российских танков к Польше. Сикорский настаивает, что безопасность страны сегодня обходится дешевле, чем возможная оборона собственной территории завтра. Польский министр также заявил, что Россию можно победить, а разговоры о ее непобедимости – это миф. Глава МИД Польши считает, что Кремль тратит колоссальные ресурсы на войну и ведет страну к стратегическому тупику. Одновременно он дал понять, Европа должна взять на себя больше ответственности, иначе рискует оказаться объектом давления крупных держав. Отдельный акцент на отношениях с США. Варшава остается лояльным союзником Вашингтона, но не намерена жертвовать своими интересами и слепо доверять любой американской администрации, заявил Сикорский. Далее цитирую часть из его выступления. После падения нацистской Германии президент Франклин Рузвельт хотел получить от Сталина помощь в борьбе с Японией. Он ее получил, но ценой свободы этой части Европы. Американский национальный интерес был реализован, а мы за это заплатили. Если заменить Японию 1945 года на Китай сегодня, то уверены ли мы, что национальный интерес США будет таким же, как польский? Мы были и будем лояльными партнерами Америки, но мы не можем быть лохами.
Россия едва не довела украинцев холодом до капитуляции. Об этом пишет Bloomberg, акцентируя внимание на новом раунде переговоров, который прошел накануне между США и Украиной в Женеве, куда, кстати, прибыл и представитель РФ Кирилл Дмитриев. Издание пишет: перед Путиным жесткая дилемма – продолжать войну или не упустить шанс на сделку. Bloomberg пишет: Кремль не готов отказываться от своих территориальных требований, но и ссориться с Трампом сейчас для Москвы рискованно. Если мирный сценарий начнет реализовываться, это позволит России зафиксировать текущую линию фронта и снизить военное напряжение без полноценной военной победы. Кроме того, мирные инициативы Трампа – это подарок армии Путина, равно как и украинцам. Военные смогут отправиться домой. Цитирую. Трамп, вероятно, будет все больше поглощен внутренними проблемами по мере приближения промежуточных выборов в ноябре. В своем обращении к нации он едва упомянул Украину. Это создает дилемму для Путина. Сможет ли он рискнуть тем, что российская армия и экономика выдержат еще 1 год или больше войны, или предпочтет ослабить давление и сохранить лицо, заключив сделку сейчас? В Кремле же заявляют: Путин готов к финалу и к встрече с Зеленским. Встреча на высшем уровне, заявил Песков, возможно после окончательной фиксации достигнутых договоренностей. Раньше нет. Цитирую. Если говорить о встрече на высшем уровне, она должна финализировать итоги работы. Она должна финализировать всю работу и ставить точку. Зеленский при этом уверен, Путин не готов к миру и будет продолжать войну. При этом переговоры будут продолжаться, и новая встреча между делегациями Москвы и Киева пройдет в Абу-Даби в начале марта. В то же время издание Foreign Affairs пишет, что Украина проигрывает войну. Также, цитирую, Украина оказывает доблестное сопротивление, но ее решимость не может скрыть того факта, что она проигрывает войну. Автор утверждает, что причины в демографическом, военном и экономическом превосходстве России. В материале приводят данные о потерях, численности войск, вооружении и ВВП, показывая, что Москва способна воевать дольше и с большими ресурсами. В материале говорится, цели России ограничены контролем над Донбассом и недопущением Украины в НАТО. Украинская же цель – вернуть границы 1991 года. Автор считает нереалистичным в нынешних условиях. В итоге он делает вывод, что Киеву следует согласиться на болезненные территориальные уступки ради прекращения войны и сохранения государственности. И на условия Путина должен пойти Зеленский. Срочное обращение России к ООН. Москва выносит тему на международный уровень. Госдума РФ официально обратилась к ООН, а также к парламентам Франции, Великобритании, Германии и Европарламенту после заявлений СВР о планах Лондона и Парижа содействовать появлению у Киева ядерной или грязной бомбы для усиления позиций. Спикер Госдумы Володин потребовал от европейских коллег начать парламентские расследования и обнародовать их результаты. Когда речь идет о поставках ядерного оружия либо компонентов к нему, это нарушение всех международных договоров и решений самого высокого уровня. Киев назвал эти обвинения чистой ложью. В частности, Зеленский говорил, что когда России не удается побеждать на поле боя, они начинают искать ядерное оружие на территории Украины. Это была цитата. Кроме того, на Банковой выразили сожаление, вспомнив, при каких обстоятельствах Украина лишилась ядерного оружия. Лондон и Париж резко отвергли заявления Москвы, назвав их безосновательными и элементом дезинформации. Военные открыли огонь. Стрельба на улицах Одессы. В Украине обсуждают резонансное видео, слитое в сеть. На кадрах, как утверждают одесские паблики, видео мобилизации, при которой мужчина в гражданском убегает от военкомов, которые стреляют ему вслед. Также телеграм-каналы пишут, что перед этим были задержаны 2 украинца. Возмущает граждан то, как легко человек в военной форме стреляет в спину убегающему. Кадры уже прокомментировали в одесском ТЦК. Там уверяют, видео искажает суть ситуации, и военный открыл огонь по своим. В официальном заявлении говорится, что во время пребывания на маршруте оповещения произошел бытовой конфликт между 2 военнослужащими одного из районных ТЦК. Причина – спор, который имел исключительно внутренний характер. А военный, который открыл огонь, допустил грубое нарушение и стрелял в воздух из стартового пистолета и холостым патроном. Табельное оружие не применялось, уверяют военные, и пострадавших нет. При этом в ТЦК также заявляют, такое поведение привело к дискредитации высокого звания военнослужащего ВСУ, и теперь за это устроившие конфликт будут наказаны. Также цитирую.
Распространенная в сети информация о якобы стрельбе по людям, которые убегали, является недостоверной, манипулятивной и направленной на дискредитацию мобилизационных мероприятий. Использование искаженного контекста бытового конфликта для создания общественного напряжения вокруг деятельности ТЦК и СП является недопустимым. Отмечу, что под этим заявлением много гневных комментариев, люди высказывают свое недовольство из-за официальной версии касательно бытового конфликта. Новая война. Столица заявляет о начале спецоперации, бои и стрельба на границе и потеря военных позиций. Талибан пошел в наступление против Пакистана. Линия Дюранда превратилась в зону активных боев. Афганистан заявил, что его действие – это ответная операция против пакистанских военных позиций и ответ на авиаудары Исламабада 22-23 февраля по востоку Афганистана. Талибан утверждает о захвате 13 и 17 погранпостов, гибели до 40 пакистанских солдат и пленении некоторых военнослужащих. Пакистан это категорически отрицает. Заявляет о неспровоцированном огне со стороны Афганистана, немедленном и эффективном ответе, уничтожении нескольких афганских постов и техники, 22 убитых талибах и сбитых квадрокоптерах, и настаивают, что ни один пакистанский пост не потерян. Стороны также ведут информационную войну в сети X почти в реальном времени. Пакистан ввел режим повышенной готовности по всей стране и начал массовые задержания подозреваемых боевиков, включая граждан Афганистана. Эскалация грозит сорвать хрупкое перемирие после кровавого октября 2025 года, пишет Рейтер. Также цитирую. Столкновение вдоль границы протяженностью 2600 километров – это последнее обострение, угрожающее хрупкому прекращению огня после смертоносных стычек в прошлом году. А ранее на этой неделе Талибан предупредил, что даст соответствующий и соразмерный ответ на авиаудары, нанесенные Пакистаном в выходные, потому что Исламабад назвал лагерями боевиков Техрик-э-Талибан, Пакистан и Исламского государства в провинции Хорасан в Восточном Афганистане. Уже в ночь на 27 февраля Пакистан совершил массированную атаку по столице Афганистана Кабулу. Серия авиаударов. Заявляется, что это точечные удары по военным объектам. В сети были опубликованы кадры. Афганистан в ответ обещает нанести удар возмездия по пакистанским объектам. Масштабный взрыв в Германии, сигнал тревоги и окружение территории. Инцидент, попавший в объектив десятков телекамер. Детонация и столб дыма и грязи. Но это не теракт и не авария. На северо-западе от Кёльна в городе Гревенброх энергетический гигант РВЭ провел контролируемый подрыв гигантской градирни, бывшей буроугольной электростанции. Бетонный символ индустриальной эпохи сложился в облаке пыли. Падение заняло считанные секунды, после чего район накрыл густой дым. Территория была оцеплена полицией, дороги и часть русла реки Эрфт перекрыты, пострадавших нет. Для местных жителей это был эмоциональный момент. 117-метровая труба десятилетиями доминировала над горизонтом и стала частью ландшафта. Теперь пустота. Демонтаж станции начался в 2025 году и стал частью масштабного отказа Германии от буроугольной энергетики, одного из самых грязных источников энергии в стране. Но на месте индустриального гиганта готовят новую эру, и теперь старая энергетика превращается в инфраструктуру для искусственного интеллекта. Символ угольной эпохи рухнул, начинается цифровая, заявляют в Германии. Цитирую. Среди прочего, здесь планируется строительство крупного дата-центра, а в целом цель состоит в создании цифрового парка, который также будет включать охраняемые объекты на территории. США и Иран разошлись без прорыва, но посредник говорит о значительном прогрессе. Переговоры Вашингтона и Тегерана по ядерной сделке в Женеве, которые продолжались несколько часов и проходили в двух сессиях, утренней и дневной, завершились на нерве. Министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди заявил, что стороны добились значительного прогресса и продолжат обсуждение уже на следующей неделе. Но за кулисами тревожный диссонанс. По данным источника Axios, американская команда Уиткофа и Кушнера была разочарована позиции Ирана на утренней сессии. Что именно изменилось во второй половине дня, чтобы официальная оценка стала настолько позитивной, не ясно. Известно, что это третий раунд за последние недели, и шел он в двух форматах. Через посредника, Оман передавал сообщения, и напрямую между переговорщиками. Утром Иран представил свой долгожданный проект сделки. В переговорах участвовал и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Иран, по словам чиновника, отверг красные линии Вашингтона. В частности, постоянный отказ от обогащения
прекращение, демонтаж объектов и вывоз запасов урана. Вместо этого Тегеран предлагает снизить запасы до низкообогащенного уровня под контролем МАГАТЭ и называет свое предложение политически серьезным и технически креативным. У США же были другие требования. США вступили в переговоры с требованием, чтобы Иран согласился на то, что любое будущее ядерное соглашение будет действовать бессрочно. И еще одним ключевым требованием США было, чтобы Иран отказался от своего запаса в 10 тысяч килограмм обогащенного урана. США были готовы проявить определенную гибкость в отношении требований Ирана сохранить право на обогащение урана, но только если Тегеран сможет доказать, что у него нет пути к созданию ядерного оружия. Главная интрига в том, как этот раунд будет представлен Трампу. Если его эмиссары доложат, что прорыва нет, риск силового сценария резко растет. И именно поэтому эти переговоры многие в окружении Трампа называли последним шансом дипломатии перед решением о войне, пишет издание. Грузия выдворяет граждан России и Беларуси. Тбилиси продолжает жесткую миграционную зачистку. МВД страны сообщило о депортации 85 иностранцев всего за несколько дней февраля. Под удар попали граждане 25 государств от России и Беларуси до Турции, Ирана, Китая и стран Африки и Азии. Причины стандартные, но звучат жестко. Нелегальное пребывание, просроченные визы, отсутствие законных оснований для проживания. Часть нарушителей уехала сама, остальных выдворили принудительно, с официальным запретом на въезд. Власти не скрывают, это часть масштабной кампании против нелегальной миграции, которую в 25-26 годах резко усилили. По словам премьера Ираклия Кабахидзе, в 25 году из страны депортировали 1300 человек, а в 26 планируют выдворить не менее 3500. Уже за первые 2 месяца года страну покинули почти 300 нарушителей, при том, что общее число нелегальных мигрантов оценивается более чем в 20 тысяч. Правительство заявляет, проблему намерено закрыть полностью. Друзья, на этом все. Спасибо вам большое за поддержку. Если не сложно, мне будет приятно, если вы поставите лайк, оставите комментарий и поделитесь этим видео со своими друзьями. До встречи уже завтра.